Друзья мои, всем здравствуйте! Рада приветствовать вас у себя в гостях. Кто впервые заглянул на мой канал, меня зовут Анна. Сегодня я хочу познакомить вас с началом нового проекта. Это пуловер из мохера. Вяжу я из пряжи Lana Gata Silk Mohair Luxe. Посмотрите, вот такая шикарная, нежная, воздушная, мягкая пряжа. Хочу добавить, что она практически не колется. Конечно, если у вас очень-очень чувствительная кожа, то немножко колкость ощущается. Но вот у меня уже был связан пуловер ажурный из этой пряжи. И, к сожалению, он оказался не очень носибелен. Вот, если вы заметили, вот у меня моточки. Мне пришлось его распустить. Картиночку этого пуловера я вам ставлю. Шикарный, просто мягкий, нежный. Ну, девчата, просто обалденный пуловер. Но, к сожалению, нет. Он у нас не пошел. Несколько раз дочь его одела. Я его практически не одевала, потому что он связан был на размер 48, а у меня 46. И лежал он 2 года, и вот... Я все-таки решила его распустить и связать что-то другое. Очень долго я смотрела на одну модель из японского журнала. Картиночку я вам также вставлю. И решила все-таки попробовать связать именно эту модельку из мохера. Маленько я тут изменила все под себя по количеству петель. Поэтому, кому интересно, смотрите на эту модельку и вяжите. Я вам сейчас покажу свои небольшие расчеты и покажу, как вяжется центральный элемент вот этого узора. Узор очень легкий. Здесь я уже отвязала 2 раппорта узора и как раз подошла вот к этому элементу. Элемент с шишечками. Здесь у нас перекрещивание петель сначала с наклоном влево и вправо. Потом мы провязываем центральные вот здесь шишки, обвиваем по центру петли и затем снова перекрещиваем влево-вправо шишечка. И дальше у нас уже идет такой легкий узорчик. Лицевые, изнаночные, лицевые. Но смотрите, вот здесь в оригинале по центру вот этого узора, в центре между лицевыми петлями, идет жемчужный узор. Я попробовала связать его на мохере, но мне он не очень понравилось, как выглядел, поэтому я оставила просто изнаночную гладь. Если вам интересно будет, то можете вязать именно узором рис, да, или как мы его называем, жемчужный узор. Итак, теперь по расчетам. Вяжу я на размер М, это 46 размер, на обхват груди 96 сантиметров. Пряжа, как я вам сказала уже, Lana Gata Silk Mohair Luxe. Плотность моего вязания 16 петель на 24 ряда в квадрате 10 на 10 сантиметров. И 1,6 петли на 2,4 ряда в квадрате 1 на 1 сантиметр. Спицы, которыми я вяжу. Спицы номер 3,5 резинка и спицы номер 5 основное полотно. Образец я вязала на спицах номер 5. Еще, кстати, я не сказала, что вяжу из мохера. Мохер я сложила в 3 нити. Вот у меня уже готовая моточек. Кстати, хочу похвастаться. Посмотрите, какой держатель для пряжи я для себя приобрела. Очень удобно. Очень удобно. Так, итак, 3 нити. Дальше. Обхват груди 96 сантиметров. Так как у меня идет коса, да, то есть этот узор своего рода коса, я прибавила на свободу облегания еще 5 сантиметров. Итого 101 сантиметр. Перевожу в петли. 161,6 петли. Я округляю до 166 петель. Итак, 166 петель на 2. У меня получается 83 петли перед и 83 петли
спинка. Почему я добавила еще 5 петель? Ну, девочки, мохер есть мохер, да. Чем он объемнее, тем он красивее. Итак, раппорт узора. Я имею в виду только вот этот центральный узор, вернее, не центральный, а основной узор шишечками, да, коса шишечками. У меня 13 петель. Я выбрала для себя 3 раппорта узора. Один у меня идет по центру и 2 по краям, справа и слева. В принципе, вы можете, смотрите, по своей плотности вязания, если вы вяжете не из мохера, из мериноса, из мясовок различных, вы можете выбрать и 4, и 5. Ну, здесь уже на ваше усмотрение, сколько раппортов узора у вас будет идти по передней части изделия. Итак, у меня 3 раппорта. Это 39 петель. 83 петли, петли узора, петли переда, вычитаю 39 петель своего узора, да, 3 раппорта. Остается 44 петли. И как я распределяю эти петли? Перед раппортом узора и после. Перед и после, перед и после по 3 изнаночных петли. И еще я добавлю 3 лицевых в начале и 3 лицевых в конце. Итак, это у меня перед 83 петли. Маркер начала ряда и маркер, который у меня отделяет перед и спинку. Итого у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 раз по 3 петли. Итак, 24 петли. 44 минус 24, 20 петель остается. Разделить на 2 у меня 10 петель. И вот я опустила вот здесь вот 2 дорожки по 10 петель. Вот такие лицевые дорожки. Вот одна дорожка и вот вторая. И по центру этих дорожек, девочки, я решила спустить вот такой зигзагообразный ажурный узор. Ну, здесь смотрите сами. Здесь вы можете просто провязать лицевыми петлями эти дорожки. Можете какой-то другой узор пустить. То есть здесь уже как сработает ваша фантазия. Я остановилась вот именно на этом. Итак, по схеме самого вот этого нашего основного узора. Раппорт узора у меня 13 петель в ширину и 24 ряда в высоту. И в середине у нас, посмотрите, идет вот этот центральный элемент. До центрального элемента с 1 по 8 ряд вяжется очень все легко. 3 лицевых, 7 изнаночных, 3 лицевых. И после этого центрального элемента, начиная с 18 ряда по 24, также вяжется все очень просто. 3 лицевых, 7 изнаночных, 3 лицевых. Сейчас я остановлюсь конкретно вот на этом элементе и покажу, как я его вяжу. Итак, спереди у меня в самом начале от маркера начала ряда идет 3 лицевых, 3 изнаночных, 13 петель раппорта узора, 3 изнаночных, затем вяжу дорожку вот эту из 10 лицевых петель, в которые я ставила вот этот зигзагообразный ажурный узор. То есть 4 лицевых я провязываю и вяжу накид 2 петли вместе с наклоном влево. Дорожка из лицевых петель, которая у меня идет справа от центрального основного узора, я провязываю следующим образом. 2 петли вместе с наклоном вправо, накид. Затем, когда провяжу основной узор и перейду на следующую дорожку, то здесь я провязываю симметрично. Накид, 2 петли вместе с наклоном влево. Для себя я вот здесь на схеме узора также это показала. Вот, посмотрите, дорожка, которая идет у меня справа, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид. А в дорожке слева накид, 2 вместе
с наклоном влево. И затем я чередую. То есть выполняем, провязываем 2 петли вместе с наклоном и накид через ряд. То есть в каждом нечетном ряду, в четном ряду все петли провязываем лицевыми петлями. Да? Это при круговом вязании. Если вы вяжете поворотными рядами, конечно, то провязываем изнаночный ряд, вяжем изнаночными петлями. Ну, как-то вот так вот я распределила для себя петли. Так, по началу вязания набрала я 167 петель на спице номер 3,5, 166 петель основных и 1 петля для замыкания в круг. Замкнула в круг и отвязала резинку 1 на 1 высотой 5,5 сантиметров. Здесь опять же можете смотреть, какая вам больше по душе будет резиночка именно по высоте. Мне достаточно вот 5,5 сантиметров. Все, далее перехожу к вывязыванию тела изделия. Я делю петли на 2 равные части, то есть по 83 петли. 83 петли у меня вот от начала вязания. Это у меня будет перед. И 83 петли спинка. Спинку я вяжу просто лицевой гладью. Узор у меня только на передней части. Так, все. И поехали. Первый ряд у меня как бы вспомогательный. Со спиц 3,5 я перехожу на спицы номер 5 и провязываю от начала вязания 3 лицевых петли, 3 изнаночных, 13 петель узор основной, 3 лицевых, 7 изнаночных, 3 лицевых. Затем дорожка из изнаночных петель, то есть она у меня вот эти изнаночные, которые идут перед основным узором, и после они отделяют основной узор от всего полотна, да, то есть от лицевой глади. Так он смотрится более четко. Затем провязываю 10 лицевых петель, 3 изнаночных, затем узор 13 петель, 3 изнаночных, 10 лицевых петель, 3 изнаночных, 13 петель раппорта узора, 3 изнаночных и 3 лицевых. Все, дальше у меня спинка, все петли спинки, в данном случае у меня 83 петли, я вяжу просто лицевой гладью. После вспомогательного ряда переходим к вывязыванию самого раппорта узора. Узор несложный, девчата, смотрите, как я вам уже показала по схеме, 3 лицевых, 7 изнаночных, 3 лицевых. Да, здесь у нас изнаночные по краям узора и 10 центральных лицевых. Отвязала я уже 2,5 раппорта, то есть 2 вот раз раппорт и вот 2 раппорта. И начала 3 раппорт. Дошла вот до, провязала включительно по 8 ряд. Из 9 ряда я начинаю вывязывать вот этот центральный элемент. Сейчас я вам покажу, как он вяжется и как я вяжу шишечки именно вот на махере. Довязала я до 8 ряда, с 1 по 8 ряд. Перехожу на 9 ряд. В 9 ряду мы делаем, вывязываем одну шишечку. Итак, с начала ряда провязываю 3 лицевых петли, 3 изнаночных. Затем перехожу к основному узору. Провязываю 3 лицевых, 1, 2, 3, 3 изнаночных, 1, 2, 3. И на 4 центральной у нас 7 петель, 3, 3 и 1 по центру. 4 петля я вывязываю шишку. Шишечку я вяжу с помощью крючка. Крючок я специально взяла тоненький, 2,5 миллиметра, чтобы мне сделать больше накидов и чтобы шишечка была более такая объемная. В принципе, вы можете вязать шишечку так, как вы привыкли. Итак, я подхватываю, ввожу
спицу, хотела сказать, крючок под правую стеночку, вытягиваю раз петлю, делаю накид. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Итак, у меня 13 петель на крючке. Спускаю основную петлю с левой спицы, подхватываю рабочую нить и протягиваю через все петли, которые у меня на крючке. Итак, и теперь смотрите, что я делаю. Я ввожу крючок вот в эту дужку изнаночной петли. Подхватываю ее спереди, вот таким образом, и провязываю эти 2 петли вместе. Вот. И вот такая шишечка у нас получается. Объемная, красивая шишечка. Все, перехожу дальше к вязанию. Перекидываю петлю. Вот такая, видите, красота у нас получается. Вот такая шишечка. И дальше вяжу 3 изнаночных. 1, 2, 3. 3 лицевых. 1, 2, 3. Все. Основной узор мы провязали. Теперь дорожка изнаночных петель. 3 петли. И перехожу на дорожку из 10 петель, на которой я провязываю ажурный узор. Итак, 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. И делаю накид, разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе. Вот. В следующем ряду я провяжу их просто лицевыми петлями. Итак, 4 лицевых, 3, 4. Все, вот у нас дорожка из лицевых петель. И снова дорожка из изнаночных. 1, 2, 3. И перехожу к следующему основному узору. 3 лицевых, 3 изнаночных. 1, 2, 3. И на 4 вывязываю шишку. Беру крючок, ввожу под правую стеночку и вытягиваю 13 петель. 1, накид, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Снимаю, протягиваю через эти все петли, которые на крючке, петлю. И сзади подхватываю вот эту дужку петли изнаночной и провязываю 2 петли вместе. Все, вернула на спицу, пересняла на правую, и шишечка у нас готова. Все, 3 изнаночных. 1, 2, 3 и 3 лицевых. Так, дорожка из 3 изнаночных петель. И перехожу к дорожке из лицевых, 10 лицевых петель. Провязываю 4 лицевых. И далее у меня ажурный узор. Здесь я провязываю сначала 2 петли вместе с наклоном вправо и затем делаю накид. И 4 лицевых петли. И вот в таком вот получается у нас, смотрите, накид, дырочки, да, в шахматном порядке. Вот в таком смотрится шахматном порядке. Все, дальше 3 изнаночных. И снова узор. 3 лицевых, 3 изнаночных. Далее делаем шишечку из 4 петли, вывязываем 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
протягиваем рабочую нить через все петли крючка. Дальше подхватываем вот эту дужку изнаночной петли. Это я делаю для того, чтобы у меня шишечка не болталась. То есть я как бы закрепляю. Так, накидываю, чтобы не потерять петлю. И переснимаю. Все, шишечка готова. Так. 3 изнаночных. 1, 2, 3. И 3 лицевых. Все, основной узор мы провязали. Далее 3 изнаночных и 3 лицевых. Все, это у меня все петли переда. Петли спинки я вяжу лицевой гладью. Следующий ряд у нас будет четный. 10-й ряд. Мы провязываем все петли так, как они у нас лежат. Лицевые вяжем лицевыми, изнаночные провязываем изнаночными. Провязали 10-й ряд и переходим к 11-му ряду. В 11-м ряду мы перекрещиваем вот здесь по 6 петель. 3 лицевых, 3 изнаночных вместе перекрещиваем с наклоном влево. И здесь 3 лицевых, 3 изнаночных перекрещиваем с наклоном вправо. И центрально у нас с вами вот здесь одна петля остается, ее провязываем изнаночной петлей. Итак, поехали. От начала ряда провязываю 3 лицевых и 3 изнаночных. И перекрещиваю 6 петель. 3 лицевых, 3 изнаночных с наклоном влево. Я вяжу без использования дополнительных приспособлений для кос. Если вам неудобно, конечно же, их используйте. Итак, 3 лицевых петли я снимаю, нить за работой. Затем провязываю 3 изнаночных. 1, 2, 3. Спереди аккуратненько левой спицей подхватываю снятые 3 лицевые. Сзади аккуратно вытаскиваю, переснимаю на правую спицу провязанные изнаночные. И затем провязываю 3 лицевые с левой спицы. Итак, вот перекрестили 6 петель с наклоном влево. 1 изнаночная. Вот она центральная, да, где у нас шишечка. И затем следующие 6 петель, 3 изнаночные, 3 лицевые, перекрещиваем с наклоном вправо. Нить завожу перед работой, снимаю, так, за правую стеночку сниму, 3 изнаночных, снимаю за правую, мне так будет удобно. Провязываю 3 лицевые. Сзади подхватываю вот эти 3 снятых изнаночных петли. Спереди аккуратно переснимаю провязанные 3. Вот они. И затем провязываю 3 изнаночных с левой спицы. Все. Далее 3 изнаночных. 1, 2, 3. Все, вот мы с вами перекрестили 6 петель с наклоном влево и 6 петель с наклоном вправо. Далее идет у нас дорожка из 10 петель с ажурным узором. Провязываю 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Смотрите, в прошлом ряду, то есть в 9-м ряду, мы делали накид и провязывали 2 петли вместе с наклоном влево. Сейчас мы делаем наоборот. Провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо и делаем накид. Все, 4 лицевых, 3 изнаночных. И дальше повторяемся, да? В основном узоре провязываем, перекрещиваем петли. 6 петель с наклоном влево, изнаночная, 6 петель с наклоном вправо, 3 лицевых. Далее идет дорожка из 10 петель, в котором у нас ажурный узор. Провязываем 4 лицевых
И смотрите, если в 9 ряду мы провязывали 2 петли вместе с наклоном вправо накид, то здесь в 11 мы провязываем следующим образом: накид и 2 петли вместе с наклоном влево, то есть в зеркальном отображении, да, чтобы у нас как вот так сохранялась такая некая симметрия. И так вот вяжем дальше по полностью все петли узора. В следующем узоре основном также перекрещиваем 6 петель с наклоном влево, изнаночная 6 петель вместе с наклоном вправо, 3 изнаночных, 3 лицевых. Петли спинки провязываем лицевыми петлями. В следующем 12 ряду вяжем так, как у нас лежат петли. Лицевые вяжем лицевыми, изнаночные провязываем изнаночными. Следующий 13 ряд. Девочки, в 13 ряду мы делаем шишечку, обвиваем центральные 7 петель и снова шишечка. Итак, вяжем от начала ряда 3 лицевых, 3 изнаночных. Это у нас 3 основных изнаночных. И сейчас провязываем 1 изнаночную. Вот эти 3 изнаночные у нас перешли вправо от вот этого перекрещивания, да, если помните, мы перекрещивали петли. Итак, провязали в общей сложности 4 изнаночных. В 5 мы делаем шишечку, вывязываем из 5 петли шишечку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, протягиваем нить, подхватываем сзади дужку и провязываем эти 2 петли вместе. Так, перекидываю на правую спицу петлю провязанную. Вот такая шишечка получается. Провязываю изнаночную 1 петлю. И вот эти центральные 7 петель, 3 лицевых, 1 изнаночная и 3 лицевых, мы их обвиваем. Обвиваем следующим образом. 7 петель отсчитали. Вот у нас последняя лицевая и следующая изнаночная. После лицевой, вернее между лицевой и изнаночной, вводим спицу и вытягиваем рабочую нить. Вытянули. Первую петлю я разворачиваю, чтобы она лежала ко мне левой стенкой, и провязываю эти 2 петли вместе. Немножко подтянула, не туго не подтягиваем, и вяжем дальше. Итак, 1 лицевая провязана, следующая 2, 3, 1 изнаночная и 3 лицевых. Все. Обвили. Далее провязываем 1 изнаночную. Со следующей изнаночной вывязываем шишечку. Берем крючок и провязываем 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, протягиваем рабочую нить, снизу подхватываем дужку и провязываем эти 2 петли вместе. Все, шишечка наша готова. И далее вяжем 4 изнаночных петли. 1, 2, 3, 4. Все, вот основной элемент мы с вами провязали. И дальше дорожка из 10 петель, 4 провязываем и узор. Делаем накид и 2 петли вместе с наклоном влево. 4 лицевых. Все, провязали. Так, дальше 3 изнаночных и снова шишечки в основном узоре обвиваем центральные 7 петель. Переходим на дорожку. Следующий основной узор. 3 изнаночных, 3 лицевых. Петли спинки провязываем все петли лицевыми. Следующий
ряд, это у нас будет уже 14-й. Четный ряд провязываем так, как у нас лежат петли. Следующий 15-й ряд. В 15-м ряду мы снова перекрещиваем петли. Итак, 3 лицевых, 3 изнаночных от начала ряда и также у нас в конце. 3 изнаночных петли переносим на спицу, нить перед работой. 1, 2, 3. Провязываем 3 лицевых. Сзади подхватываем снятые петли, 3 изнаночные, которые мы сняли. Спереди аккуратненько переснимаем провязанные лицевые и провязываем 3 изнаночных. 1, 2, 3. Все, перекрестили 6 петель с наклоном вправо. Изнаночная центральная у нас петля. И 6 петель, 3 лицевых, 3 изнаночных перекрещиваем с наклоном влево. Первые 3 лицевые снимаем, нить за работой, провязываем 3 изнаночных. Спереди аккуратно подхватываем снятые лицевые петли. Сзади переснимаем на правую спицу провязанные изнаночные и затем провязываем снятые. Так, раз, вот, потерялась петля у меня. И провязали 3 лицевых петли. Все, перекрестили. И далее 3 изнаночных. 1, 2, 3. Это у нас с вами 15 ряд. Ажурную дорожку вяжем, как и вязали. 4 лицевых. Здесь смотрим, где у нас накид. Накид слева, значит должен быть накид справа. И 2 петли провязываем с наклоном вправо, накид. Все, 4 лицевых и так далее. Вяжем переднюю часть. Петли спинки провязываем все петли лицевые. Следующий 16 ряд провязываем, как у нас лежат петли. Следующий 17 ряд. В 17 ряду мы выполняем последнюю одиночную шишку. Итак, от начала ряда 3 лицевых провязываем, 3 изнаночных, 3 лицевых, это у нас с вами коса, да? И далее 3 изнаночных. И из 4 изнаночной вывязываем шишку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Все, протягиваем нить. Сзади подхватили задушку. И провязали эти 2 петли вместе. То есть так же, как мы и в 9 ряду выполняем эту шишку. 3 изнаночных. 1, 2, 3. И 3 лицевых. Далее 3 изнаночных. Это у нас дорожка из изнаночных петель. Ну вот. Вот мы с вами провязали вот этот вот центральный элемент. Все, дальше вяжем петли переда. Далее вяжем дорожку из 10 петель. Не забываем вывязывать ажурный узор. Далее основной узор по центру шишечка. Снова 10 петель дорожка с ажурным узором. Также у нас основной узор. 3 изнаночных, 3 лицевых. Все, петли спинки вяжем лицевыми петлями. И вот такая красота у нас с вами получается.
Итак, отвязали 18 ряд, и дальше все очень просто. Практически вяжем все одно и то же, только у нас меняются вот здесь направление зигзага вот этой ажурной дорожки, вот в дорожке из лицевых петель. Все, девочки. Ну вот, что я хотела вам сегодня показать, это познакомить со своим новым проектом, показать, как вяжется центральный элемент, так как в основном именно он требует особого внимания. Все, надеюсь, новый проект придется вам по душе. В следующем видео мы уже встретимся и будем вывязывать горловину, V-образный вырез, проймы и рукавчики. На этом все. Прощаюсь с вами. Вяжите с любовью, носите с удовольствием. Пока-пока. До новых встреч.